Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Всем здравствуйте! Тема сегодняшней передачи чисто мужская. Я вам расскажу про 5 шагов, как быстро набрать мышечную массу в домашних условиях. Наращивание мышц – очень сложный физиологический и биомеханический процесс, разбираясь в котором может запутаться даже самый опытный атлет. И сейчас я вам подскажу 5 простых шагов, как набрать мышечную массу в домашних условиях, которые помогут вам достичь великолепных результатов. Быстро набрать вес тела без вреда для здоровья можно только соблюдая режим питания, тренировок и восстановления. Худому человеку, его еще называют эктоморф, это будет даваться сложнее. В то время как мезоморф может получить быстрый рост мышц, даже не придерживаясь строгого режима. Следуйте этому руководству шаг за шагом, и вы сможете увеличить свою массу тела за счет мышц даже дома. Я вам расскажу обо всем, начиная с продуктов, диеты и тренировок, и помогу разобраться, какое спортивное питание поможет ускорить прогресс наращивания веса худым людям. Если останутся дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях, либо пишите мне на личную почту. Почта указана внизу под видео в комментариях. Прежде чем мы будем обсуждать в деталях подробно, как нарастить мышечную массу, давайте сначала кратко затронем основы физиологии. Нам нужно понимать, от чего растут мускулы и как это происходит, чтобы ускорить эти процессы. Подъем тяжести приводит к микроразрывам мышечной ткани, после чего происходит целый каскад биохимических реакций. Его принято называть суперкомпенсацией, которые в свою очередь приводят к активности определенных клеток в организме. Эти клетки как бы привязаны к мышечным волокнам, чтобы помочь им восстановить поврежденные участки и стимулировать синтез новых. Когда площадь поперечного сечения волокон увеличивается, вы испытываете на себе явление, известное как гипертрофия мышц. Вы должны понимать, что цепь тренировок заключается именно в стимулировании синтеза белка. Однако ключ к наращиванию мышц кроется именно в ее восстановлении, а не в повреждении этой цепи. Когда дело доходит до тренировок и питания, большинству парней необходимо определить свой тип телосложения из трех – эктоморф, мезоморф или эндоморф. Эктоморф – это типичный худощавый парень, маленькие суставы, узкие плечи, длинные кости, высокий рост и долговязость. Им сложнее всего нарастить мышечную массу. Мезоморф от природы сильный, несмотря на отсутствие должной спортивной подготовки. Крупные кости, более высокий уровень белых мышечных волокон, несколько угловатая фигура. У эндоморфа длинные конечности, которые обеспечивают преимущество для силовых тренировок нижней части тела, немного повышенный уровень жира в организме и крупные части тела. Итак, дорогие мои, чтобы понять, как именно нужно питаться, чтобы быстро нарастить мышцы, нужно понимать, какое количество калорий нужно потреблять. Первым делом, ребят, вам нужно определить базальный уровень метаболизма. По сути, это оценка минимального количества энергии, необходимого для поддержания основных функций организма – сердцебиения, дыхания и так далее. Про формулу для расчета базального метаболизма или как рассчитать свою индивидуальную норму калорий я уже сняла передачу, поэтому смотрите подсказку. И если вы рассчитали дневную норму ваших калорий, значит пришло время разобраться в питании для наращивания мышечной массы. Стандартное питание на массу, как правило, рекомендуется здоровым людям со средним весом тела 60-80 кг. К вашей норме суточных калорий необходимо прибавить цифру 250, и вы получите калораж, который вам необходимо употреблять в сутки. Интенсивное питание обычно рекомендуется людям без опыта тренировок с недостаточным весом, эктоморфом. К полученной суточной норме калорий вам необходимо прибавить цифру 500, и вы получите ваш суточный калораж, который вам необходимо употреблять в течение дня. Имейте в виду, что эти расчеты основаны на алгоритмах, подходящих большинству людей, но не каждому. Они составлены без учета многих переменных, например, такие как генотип, гормоны, факторы образа жизни, хобби, особенности термогенеза организма и работы нервной системы. Поэтому кому-то из вас, возможно, понадобится добавить больше калорий, чтобы набирать вес, а другим меньше. Начните питаться в соответствии с приведенными формулами в течение месяца, понаблюдайте за результатами, а затем скорректируйте свой рацион. Помимо того, что вам необходимо соблюдать калораж в питании, вторым шагом на пути к наращиванию мышц вам необходимо планировать свое питание. Для этого вам необходимо соблюдать норму потребления БЖУ. Об этом я также сняла передачу, смотрите подсказку. 1 грамм белка содержит 4 калории. Начните с 2,5 граммов белка на 1 килограмм вашего веса. 1 грамм жира содержит 9 калорий. Вам необходимо его употреблять с расчетом 1 грамм на 1 килограмм вашего веса.
Оставшиеся суточные калории вам необходимо принимать с углеводами. 1 грамм углеводов содержит 4 килокалории. Не менее серьезно отнеситесь к воде. Суточная норма чистой воды для человека 30 мл на 1 кг вашего веса. Я также сняла об этом передачу, смотрите подсказку. А сейчас мы с вами разберем основные добавки из спортивного питания. В ходе огромных количеств исследований давно доказано, что креатин – это дешевый и эффективный способ повысить силу и мышечную гипертрофию. Рыбий жир обеспечивает необходимый баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот, играющих важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамин D – это жирорастворимое питательное вещество, которое улучшает здоровье сердца, познавательные способности и плотность костной ткани. Сывороточный протеин. Если вам трудно увеличить потребление белка или частоту приема в пище, чтобы получить необходимые калории, принимайте его. Шаг 3. Для наращивания мышечной массы выберите свою индивидуальную тренировочную программу. Сплит для всех частей тела 3 дня в неделю. Верхняя и нижняя части тела 4 дня в неделю. Ноги, жимы, тяги от 3 до 5 раз в неделю. У меня достаточно много знакомых тренеров, с которыми я общаюсь, и я вам сейчас перечислю самые эффективные упражнения для накачки мышц. Одно из лучших упражнений для набора мышечной массы – это становая тяга. В идеале становую тягу, как и приседания, нужно выполнять со штангой. Глубокое приседание – одно из самых сложных упражнений в плане освоения. Не каждый атлет может приседать до касания ягодиц с лодыжками. Отжимания на брусьях. Вы обязательно должны научиться выполнять упражнения с собственным весом. Это отличный способ нарастить мышцы груди, плеч и трицепсы. Подтягивание в том числе – это самый простой способ определить силу атлета. Если вы не в состоянии выполнить по крайней мере 5 повторений, то пришло время пересмотреть приоритет. В тренажерном зале подавляющее большинство мужчин выполняет жим лежа. Это упражнение эффективно для наращивания трицепсов, мышц груди и плеч. Армейский жим, либо жим над головой – это упражнение является отличным показателем силы верхней части вашего тела. Тяговые упражнения, как с гантелями, так и со штангой, невероятно полезны для развития мышц верхней части спины. Было бы серьезной ошибкой с моей стороны не упомянуть о важности восстановления. Ведь отдых определяет частоту, продолжительность и интенсивность тренировок. Конечно, можно использовать сильные анаболические препараты для увеличения массы тела, но в этой передаче совет только о правильном увеличении мышц. Обратите внимание на 3 очень важных пункта. 8-часовой сон. В идеале каждое утро вы должны просыпаться в одно и то же время без звонка будильника. Если этого не происходит, то вам нужно улучшить циркадные ритмы. Стресс иногда может быть полезен, ведь тренировки – это тоже стрессовый фактор. Проводите в день хотя бы по 5-10 минут в полной тишине, выключив мобильный телефон, компьютер и удалив другие отвлекающие факторы. Вы будете удивлены тем, насколько трудным это может оказаться. Обратите внимание на отдых. Мышцам нужно время на восстановление. Достаточно 48 часов, поэтому для начала тренируйтесь через день. Ну что, мои дорогие зрители, давайте подведем итоги. В принципе, нарастить мышцы несложно, если помнить следующие советы. Первое – это помните, ничего не произойдет, пока вы не начнете следить за питанием. Сосредоточьтесь на прогрессивной перегрузке, наращивая вес, количество повторений или подходов. Делайте упор на базовые упражнения. Не злоупотребляйте частотой тренировок, по крайней мере, первое время. Больше не всегда означает лучше. Стресс сведите к минимуму, а восстановление к максимуму. Не забывайте про полноценный режим сна. Потребляйте калорий на 250-500 калорий больше, чем дневная норма, и не забывайте про норму белка. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами была Юнова Натали. Если понравилась передача, поставьте лайк и оцените мою работу. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать последние новости про здоровье и правильное питание. Всем пока и до новых встреч!